Стобашенная волшебная Прага – настоящая жемчужина в сердце Европы. Эти слова подтвердят все, кто там побывал. Сказочно красивый компактный центр Праги изобилует огромным количеством живописных мест и уголков. И вот чудо, в необычайно чистом европейском городе, где вы не встретите ни одной бродячей собаки, на берегу Влтавы мирно плавают дикие лебеди, совершенно не боясь людей. Как это здорово, как это умиротворяет. И вот выходим на чудесный Карлов мост. Интересно, что время закладки моста было определено астрологами. Мост и Староместскую мостовую башню построил архитектор Петр Парлер. Мост открыли в 1383 году, но его достройка продолжалась вплоть до начала 15 века. Сначала единственным оформлением моста был простой крест. Сейчас мост украшает 30 скульптур. Большинство их было создано в конце 17 и начале 18 веков. Больше всего посетителей привлекает скульптура святого Яна Непомуцкого, покровителя моста, установленная в 1683 году. По легенде, Непомуцкий умер под пытками, так и не выдав тайн своего патрона-архиепископа, с которым поспорил король Вацлав IV. Тело убиенного якобы сбросили во Влтаву с моста. Существует поверье, что нужно потереть рельеф на пьедестале памятника и загадать желание. Тогда оно непременно сбудется. Около 1350 года, в период правления Карла IV, началось строительство большой башни с эркерной капеллой. В начале 15 века башня на южной стороне была украшена астрономическими часами, которые до сих пор не потеряли своей уникальности. Ратуша неоднократно расширялась и перестраивалась, и сейчас представляет собой комплекс из 5 домов. Астрономические часы ратуши были созданы часовщиком Микулышем из Кадани и астрономом Яном Шинделем. Они установлены в 1410 году. Около 1490 года эти чудесные часы отремонтировал и дополнил мастер Януш из Розы. До этого времени ничего подобного в Европе не существовало. Фигуры апостолов, которые каждый час перемещаются в окне часов, были созданы в 17 веке. Сейчас на Староместской площади находятся два храма – барочный святого Микулыша и готический Тынский. По своему значению храм Девы Марии перед Тыном является вторым в Праге после собора святого Вита. Он стоит на месте романской церкви, построенной в Тыне для иностранных купцов. Две башни собора высотой 80 метров украшены 4 небольшими пинаклями. Между башнями расположен позднеготический фронтон. Это здание совершенно сказочное, без всякого преувеличения. Памятник Яну Гусу на площади создал скульптор Владислав Шалоун. Напомню, что Ян Гус – чешский проповедник и идеолог чешской реформации. В Чехии он является национальным героем. В старом месте Праги еще много прекрасных зданий. Например, Пороховая башня. Ее высота 65 метров. Сначала она называлась Новая башня и была построена Матвеем Рейсиком на средства города. Эта башня создана на месте более старой башни, бывшей частью староместских укреплений. Одним из самых оживленных уголков города есть Вацлавская площадь. По сути, это широченный бульвар. Ее длина 750 метров, ширина 60 метров. Площадь была одним из 3 центров нового места, основанного Карлом IV и связующим звеном между старым и новым местом. Тогда она называлась Конным рынком. На месте современного национального музея стояли ворота Святого Прокопия или Конные ворота. Сейчас Вацлавская площадь – главная пражская артерия. Знакомство с Берлином мы начинаем с музейного острова. Это северная оконечность острова Шприензель на реке Шпрее, где расположены 5 знаменитых берлинских музеев. В 1797 году прусский король Фридрих Вильгельм II поддержал предложение археолога Алоиса Хирта о создании музея для размещения произведений античности. В 1810 году уже Фридрих Вильгельм III повелел заложить публичное собрание отобранных произведений искусства. Такое решение отражало претензии Пруссии именоваться культурной столицей Европы. Первым музеем на острове стал построенный в 1830 году Старый музей. В 1876 году последовало открытие Национальной галереи. Сейчас она называется Старой галереей. По стилю здание представляет собой античный храм с высокой лестницей при входе. Над входом в галерею возвышается конная статуя Фридриха Вильгельма IV, который набросал первые эскизы здания. Сейчас в этом музее представлены скульптура и живопись XIX века. Галерея оставила более приятное впечатление, чем Старый музей, перед которым находится парк Люстгартен и Берлинский кафедральный собор. Это самая большая протестантская церковь Германии. Собор закончили строить в 1905 году по проекту Юлиуса Рашдорфа как главную церковь прусских протестантов и церковь правящей династии Гогенцоллернов.
Перед собором развит парк Люсгартен, который на протяжении столетий постоянно менял свой облик. Сейчас Люсгартен представляет собой зеленую лужайку с газоном, в центре которой находится фонтан. Там всегда много туристов. Выходим на набережную реки Шпрей и видим памятник святому Георгию. Монумент посвящен одному из самых почитаемых христианских святых, расположенный в историческом квартале Николай Фритель. Бронзовая скульптурная композиция была создана известным немецким скульптором Августом Киссом. Кстати, недалеко от памятника можно сесть на кораблик и осмотреть достопримечательности Берлина с реки. Чуть дальше видим интересное здание – церковь Святого Николая или Николая Кирхе. Это самая древняя церковь Берлина. Николая Кирхе построена в начале 13 века и представляла собой трехнефную крестообразную базилику из природного камня. После войны от Николая Кирхе сохранились только внешние стены. И вот видим Красную ратушу, так ее назвали из-за фасада из красного кирпича. Она построена в 1861-1869 годах в стиле полуренессанса, полуготики по проекту архитектора Веземана. Высота четырехугольной башни ратуши составляет 74 метра. Во время Второй мировой войны здание было разрушено. Его восстановили в 60-х годах прошлого века. Фонтан Нептун находится между церковью Мариенкирхе и Красной ратуши. Это один из самых старых и красивейших фонтанов города. Диаметр бассейна фонтана из шведского гранита составляет 18 метров. Высота центральной части до трезубца Нептуна 10 метров. На чаше фонтана возвышается мощная фигура бога Марии Нептуна. Символ власти трезубец он держит на левом плече. Церковь Святой Марии или Мариенкирхе – самая древняя из действующих евангелических церквей Берлина. Это типичный образец позднеготического храма. Нужно сказать, что в восстановленном после войны Берлине от плотно застроенного исторического центра города практически ничего не сохранилось, и церковь Мариенкирхе оказалась одиноко стоящей на открытой площади, над которой с 1969 года доминирует Берлинская телебашня. Переходим к Рейхстагу, зданию, где заседал одноименный государственный орган Германии. Оно находится на площади Республики. Рядом расположен парк Тиргартен. Здание построено по проекту франкфуртского архитектора Пауля Валлота в стиле итальянского возрождения. Первый камень в основании германского парламента в 1884 году заложил кайзер Вильгельм I. Строительство продолжалось 10 лет и завершилось при кайзере Вильгельме II. В 1954 году из-за угрозы обрушения остатки купола взорвали. Реконструкцию здания проводил английский архитектор Норман Фостер. В 1999 году свет увидел новый грандиозный купол из стекла и стали диаметром 40 метров и высотой 23,5 метра. Бранденбургские ворота – триумфальное сооружение в центре Берлина. Это главный символ города, расположенный на Парижской площади. Ворота были возведены в 1791 году в вознаменование мира после насильственного усмирения Пруссии и Нидерландов. Отсюда первоначальное название «Ворота мира». Далее с этими воротами связывали окончание наполеоновских войн и возвращение прусских войск после взятия Парижа в 1814 году через Бранденбург в Берлин. До разрушения Берлинской стены ворота стояли на границе между Восточным и Западным Берлином, поэтому они считаются символом преодоления разделения Германии. Сейчас мы находимся на Гревской площади. На нее главным фасадом выходит здание отеля «Де Виль». В этом великолепном здании раньше располагалась Парижская ратуша. Архитектура здания – это чудесный, почти итальянский ренессанс начала XVI века. Его спроектировал архитектор Доминик Декор. Здание украшено нишами, в которых стоят известные французы. Глядя на них, можно всю историю Франции изучить. Сегодня Гревская площадь является местом для публичных мероприятий. А раньше она долго была местом многочисленных казней, причем быстрая смерть, обезглавливание являлась привилегией аристократов. Переходим дорогу и по мосту через Сену отправимся на остров Сите. С этого острова Франция начиналась как государство. Это самый центр города. Вот подходим к Нотр-Дам-де-Пари или собору Парижской Богоматери. Это был не первый готический собор, но Нотр-Дам один из самых известных, самых гармоничных. 8,5 веков назад здесь был заложен первый камень. Храм построили достаточно быстро, меньше чем за 100 лет. Архитектурное чудо Нотр-Дама не самый большой собор во Франции. Это даже не самый высокий храм в Париже. Например, собор Сент-Эсташ выше. Нотр-Дам имеет 3 чудесных портала, хорошо рассмотреть которые сегодня мешает забор, поскольку ведется реставрация. После пожара, произошедшего 3 года назад, здание Нотр-Дама находится не в лучшей форме. Но и сейчас видно, насколько прекрасен храм. Окно роза в самом центре, также галерея библейских царей и Богоматерь с младенцем, стоящая напротив высоких башен.
Идем в сторону бывшего королевского дворца. Дело в том, что в раннем средневековье короли жили не в Лувре, а на острове Сите. Но после восстания Марселя королю Карлу V стало страшновато здесь оставаться, и он перебрался в лучше укрепленный Лувр, который стал королевской резиденцией. А здесь он оставил вместо себя консьержа, который должен был решать простые вопросы, чтобы не приходилось по каждому поводу обращаться к королю. Резиденция консьержа стала называться консьержери. Обходим консьержери, и перед нами угловая башня со старыми часами, которая является самыми старыми публичными часами Парижа. Им почти 600 лет. Недавно их отреставрировали. После революции консьержери использовался как тюрьма. В частности, там после казни супруга короля Людовика томилась Мария Антуанетта. Она провела здесь последние дни своей жизни. В подвалах и казематах консьержери содержались тысячи заключенных, ждущих своей казни на гильотине. В настоящее время это музей, где воссозданы все картины, связанные с трагическим прошлым французской истории. Вот мы видим интересный архитектурный ансамбль. Здание слева – мэрия первого округа Парижа. Дальше башня-колокольня Сен-Жермен-Л'Осеруа. Она была возведена в неоготическом стиле в середине XIX века, и по замыслу архитектора сооружение должно было связать в единый комплекс здания мэрии и церковь. Храм имеет богатую историю. Поскольку возведение храма началось в XII веке, то церковь одновременно имела романские и готические черты. Особенно впечатляет фасад храма, возведение которого датируется XV веком. В истории Франции церковь Сен-Жермен-Л'Осеруа оставила жуткий кровавый след. 24 августа 1572 года колокола этого храма по приказу Екатерины Медичи набатом оповестили о начале Варфоломеевской ночи, когда добрые в кавычках католики начали резать неприятных для них гугенотов, приехавших в столицу по случаю свадьбы Маргариты Валуа и их короля Генриха Наварского. И вот мы подходим к Лувру. Лувр – это старинный королевский замок Парижа, перестроенный во дворец. Здесь находится одно из богатейших в мире собраний произведений искусства. Первая крепость Лувра была построена при Филиппе Августе. Слово «Лувр» означало «крепость» или «укрепление». Собираясь вместе с Ричардом Львиное Сердце в крестовый поход, король Филипп Август позаботился оградить свой город от любых внешних атак. Строительство новой крепостной стены началось в 1190 году и длилось 20 лет. Далее крепость превратилась в королевский замок, а позже в один из самых знаменитых дворцов мира. В XIV веке при Карле V в связи с расширением Парижа были построены новые крепостные стены, и Лувр утратил прежнее оборонительное значение. Тогда Карл V перенес свою резиденцию из дворца на остров Сите в Лувр. После Карла V французские короли предпочитали жить в замках Луары. Лишь в 1546 году Франциск I решил сделать Лувр своей главной резиденцией в Париже. Тогда дворец стал перестраиваться в духе французского ренессанса. В дальнейшем Лувр многократно перестраивался. Об этом можно рассказывать бесконечно. Многочисленные посетители Лувра часто упускают из вида дворец Пале-Рояль вместе с его чудесным садом. Там обязательно стоит побывать. Найти Пале-Рояль несложно. Достаточно перейти улицу Риволи, и дворец перед вами. Внутри Пале-Рояль есть интересный квадратный двор с полосатыми колоннами. Эти колонны появились сравнительно недавно благодаря скульптору Даниэлю Бюрену. Это отличное место для фотографий. Многие становятся на эти колонны и фотографируются. Далее расположен тенистый парк, где можно отдохнуть от прогулок и музеев. Очень здорово тут посидеть, когда все зелено. Здесь есть парочка фонтанов, скульптуры, розы и фонтанчик питьевой воды. Дворец был построен для кардинала Ришелье. Незадолго до смерти кардинал решил подарить этот дворец Луи XIII. Король особо им не пользовался, и его мать, королева Анна Австрийская, перестроила дворец под себя. Теперь пойдем к собору Сент-Эстаж. С внутренним убранством церкви можно ознакомиться совершенно бесплатно. Кстати, это самый высокий храм в Париже. Церковь построена в XVI веке, к тому времени готика свое почти отжила, поэтому храм сочетает в себе готическую архитектуру с оформлением в стиле Ренессанса. Тяжелая крыша храма держится на нервюрах. Это ребра жесткости, которая всю тяжесть храма переносит на несущие колонны нефа. Ряд колонн на центральном нефе проходит по оси симметрии храма. В сторону алтаря уходят высоченные стрельчатые окна. Во время революции эта церковь сильно пострадала, реставрация и сейчас продолжается. Рядом с храмом расположен форум Леаль. Здесь был самый большой рынок средневекового Парижа, место скопления большого количества людей, место грязное и зловонное. Не случайно Эмиль Золя назвал его чревом Парижа. После того, как рынок убрали из города, Париж вздохнул с облегчением. Но исчезла коммуникативная особенность места, поэтому было решено построить здесь подземный торговый центр.
Если туристам захочется где-нибудь присесть, тут есть хорошее кондиционированное помещение. Можно поесть, отдохнуть, что-то купить. По Парижу очень приятно гулять. Дома на улицах светлые и красивые. Можно бесконечно бродить по городу, впитывая его неповторимый шарм. Вот мы снова подошли к Лувру, и рядом с ним большущий общественный парк сад Тюильри. В 15 веке здесь за стенами Луврской крепости была окраина города. Там добывали глину для производства черепицы, по-французски тюиль, отсюда название Тюильри. Первый парк здесь начали разбивать в 1561 году по приказанию Екатерины Медичи, пожелавшей новый загородный дворец. Для прогулок и развлечения королевы рядом со дворцом разбили сад. Парк Медичи просуществовал до конца XVI века и был уничтожен во время религиозных войн. Генрих IV восстановил парк, приведя его в соответствие со вкусом эпохи. Из парка выходим на площадь Согласия, центральную площадь Парижа. Ранее площадь носила имя короля Людовика XV. После свержения монархии она сначала называлась площадью революции, а современное название получила в 1795 году в знак примирения сословий. После установки на площади обелиска из Луксора нужно было придать ей законченный вид. И вот 1 мая 1840 года с обеих сторон появились фонтаны, уменьшенные копии римских фонтанов с площади Святого Петра. Один из них получил название «Фонтан четырех рек», а второй «Фонтан морей». У Елисейских полей проходим мимо Малого дворца, который построили ко всемирной выставке, проходившей в Париже в 1990 году. Тогда он был выставочным павильоном. Сейчас тут находится городской музей изящных искусств с коллекциями греческого, римского и египетского искусства, предметами эпохи Средневековья и Ренессанса. Сходим с моста и видим Дом инвалидов. Его строительство было начато по приказу Людовика XIV. Это был один из первых инвалидных домов для военных в Европе. Грандиозный собор Дома инвалидов имеет особое значение. Здесь в саркофаге находятся останки великого Наполеона Бонапарта. Главным его достижением является разгром русских армий при австралийце, Фридланде и Бородино. Лишь только за это покойный император достоин восхищения. Подходим к Марсовому полю со знаменитой Эйфелевой башней. Эта металлическая конструкция – самая узнаваемая достопримечательность Парижа. Она названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Ставшая символом Парижа, башня была построена в 1889 году и задумывалась как временное сооружение для Парижской всемирной выставки того же года. Утонченные парижане сначала негативно его восприняли. Зато теперь Эйфелева башня – самая посещаемая и самая фотографируемая достопримечательность мира. У подножия башни собирается так много посетителей, что они вытоптали всю траву на Марсовом поле. Ажурный каркас башни создает впечатление невесомости и элегантности. Видная со всех уголков Парижа, эта башня даже вблизи совершенно не давит на вас. Лучше всего башня смотрится при ночном освещении. Но из-за дороговизны электроэнергии мерцающие огни на башне сейчас включают лишь на несколько минут. За это время нужно успеть налюбоваться и сфотографироваться. В Париже также стоит прогуляться к театру Гранд-Опера. Парижская опера в современной Франции известна как опера Гарнье. Это один из самых известных и значимых театров оперы и балета в мире. Она расположена в конце проспекта Оперы около одноименной станции метро. Здание Парижской оперы закончили строить в 1875 году. Его спроектировал архитектор Шарль Гарнье. В 2000 году главный фасад оперы был полностью восстановлен. Он заново обрел первоначальную многоцветность, а статуи по золоту. Возвращаясь назад, мы оказались на великолепной Вандомской площади. Ранее она называлась Площадь Людовика Великого. Вандомская площадь расположена недалеко от Парижской оперы. По форме представляет собой прямоугольник со скошенными углами. Она создана в 1699 году в честь Людовика XIV, а теперешнее название получила от дворца Сезара де Вандома, чей дворец был тут. В центре Вандомской площади установлена 44-метровая колонна со статуей Наполеона наверху, в память побед, одержанных им в кампанию 1805 года. Она возводилась по образцу римской колонны Трояна. Во время Парижской коммуны колонну снесли, но позже восстановили. Одним словом, Париж неповторим и удивителен. Раньше я думал, что вся старина Польши сосредоточена лишь в Кракове, но Варшава приятно удивила. Осмотр здешнего королевского замка начинаем со стороны аркад Кубицкого. Эта постройка, созданная в начале XIX века по проекту польского архитектора Якуба Кубицкого, прилегает к Королевскому дворцу с восточной стороны, образуя садовую террасу перед его восточным фасадом. В центре построена монументальная лестница с двумя маршами с обеих сторон. На сводах насыпан слой земли толщиной полметра. Таким образом была создана терраса общей шириной 24 метра.
Обходим Королевский замок с юга, поднимаясь по лестницах. Замок построен в стиле барокко и классицизма. Первоначально здесь была резиденция мазовецких князей. Крепость в среднем течении Вислы защищала город и перевозку товаров через реку. Далее укрепления усиливались. При Казимире I, середина XIV века, город, сформировавшийся вокруг цитадели, стал главным. Собственно, Королевский замок здесь был построен в 1598-1618 годах королем польским и великим князем литовским Сигизмундом Вазой на месте средневекового замка мазовецких князей. Дворец был воздвигнут на искусственном возвышении и имел форму пятиугольника. Полномасштабное обновление обветшалого строения связано с именем последнего польского короля Станислава Августа Пoniatowskiego. В промежутке между мировыми войнами дворец был тщательно отреставрирован, и сюда въехал президент Игнатий Мостицкий. После войны место, где стоял замок, пустовало вплоть до 1971 года, когда Сейм принял решение восстановить дворец по сохранившимся фрагментам и фотографиям. Мы вышли на Замковую площадь. С южной стороны треугольная площадь была ограничена крепостной стеной и краковскими воротами. Над площадью возносится колонна короля Сигизмунда. Площадь развивалась с начала XIV столетия и достигла своей славы в XVII веке, когда Варшава стала столицей польского государства. По этому случаю в 1644 году король Вацлав IV возвел на площади колонну в честь своего отца Сигизмунда III, перенесшего столицу из Кракова в Варшаву. Идем дальше по направлению к костелу святого Иоанна Крестителя. Это главный католический храм Варшавы. Костел был возведен в 1390 году в стиле кирпичной готики, как место коронации и похорон князей Мазовии, став главным храмом города. В начале 17 века внутреннее убранство храма было оформлено в стиле барокко. В 1618 году алтарь украсила картина Джакомо Пальмы-младшего «Мадонна со святыми Иоанном Крестителем и Станиславом». В 1705 году в соборе состоялась коронация Станислава Лещинского, а в 1764 последнего короля Польши Станислава Poniatowskiego. И вот направляемся на Рыночную площадь, центральную часть старого города Варшавы. До конца XVIII века площадь считалась сердцем города. Площадь возникла в конце XIII века вместе с основанием Варшавы. В центре площади располагалась ратуша, первое упоминание о которой восходит к 1429 году. Окружающие ратушу здания были выполнены в готическом стиле и просуществовали до Большого пожара 1607 года. Позднее они были восстановлены. Во время польской кампании вермахта 1939 года район площади также подвергся бомбардировкам немецких люфтваффе и был разрушен после подавления Варшавского восстания. Но в 1953 году была завершена уникальная реконструкция площади, ее воссоздали по оставшимся с довоенных времен изображениям. В самом центре Рыночной площади стоит памятник русалочке. Он был спроектирован скульптором Константином Гегелем и был отлит из цинка на фабрике Карла Минтера. Переходим к осмотру Варшавского барбакана. Этот полукруглый укрепленный форпост – один из немногих сохранившихся элементов укреплений XVI века, окружавших Варшаву. Он расположен между старым и новым городом. Барбакан был воздвигнут в 1540 году на месте старых городских ворот по проекту венецианца Джованни Батисты. Он сыграл важную роль в перестройке городских стен XIV столетия. Барбакан имел форму трехуровневого полукруглого бастиона с позициями для стрелков. Но построенный Барбакан вскоре стал анахронизмом из-за быстрого роста мощности артиллерии. Защитные свойства сооружения были уже недостаточны. Во время Второй мировой войны Барбакан почти полностью был разрушен, как и большая часть построек старого города. Он был восстановлен в 50-х годах прошлого века на основе чертежей 17 века. И выходим на Королевский тракт Варшавы, историческую дорогу из старого города в южное предместье Варшавы. Сейчас здесь череда улиц, на которых находится много исторических зданий. Честно говоря, я не ожидал, что исторический центр Варшавы настолько красив. Он прекрасен, романтичен и притягателен. Конечно, до сказочной красоты Праги старый город Варшавы не дотягивает, но гулять по нему намного приятнее, чем, например, по историческому центру Берлина.